Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Некит, и в этом видео я расскажу, как увеличить количество подтягиваний на турнике за один подход. Это видео подойдет для тех, кто только начал заниматься на турниках и еще делает не так много повторений, и для тех, кто уже давно занимается на турниках и брусьях и считается более опытным спортсменом, делает достаточное количество подтягиваний на турнике, возможно, даже какой-то внушительный показатель. Видео подойдет для всех. Поехали! Итак, если ты новичок и делаешь от 0 до 20 повторений на турнике, тогда в твоем случае я рекомендую следующую тренировку. Нужно поставить какое-то определенное количество раз как цель, и выполнить это количество раз за тренировку. Допустим, 100 раз. Вы не уходите с тренировки, пока не сделаете данное количество повторов. То есть в сумме за тренировку у вас должно получиться 100 раз. Это число вы ставите себе сами, исходя из своих силовых показателей, сколько вы делаете. Оно может быть 200, 300, может быть 50. И вся фишка в том, что неважно, сколько вы делаете в каждом подходе, важно суммарное количество за тренировку. Если же ты более продвинутый атлет и делаешь от 20 до 40 раз, а возможно даже больше, то в твоем случае предыдущий тип будет неэффективен, потому что тебе нужно тренировать количество повторений в одном подходе, то есть на максимум. Если в первом случае работает тип выносливости, количество подходов, но он работает еще для новичков, потому что они новички, то для тебя это будет неэффективно. В твоем случае я рекомендую делать 5-7 подходов подтягиваний на максимальное число повторений с хорошим отдыхом до полного восстановления, то есть между подходами отдыхать минут 10. Или же я рекомендую еще один хороший тип тренировки, то есть подходы в течение дня. Это значит, что в течение дня каждый раз, когда ты проходишь мимо турника, ты делаешь подход подтягиваний на максимум. Можно делать такие подходы с интервалом в 1-2 часа, и за день у тебя набежит приличное количество подходов подтягиваний, и самое главное, что все они будут на максимум, и это будет уже эффективно для тебя. Ну а теперь давай разберемся с моментами, которые помогут прогрессировать как новичкам, так и профи. То есть это будут общие моменты, которые поспособствуют увеличению количества подтягиваний. И первое, что тебе нужно знать, это правильное дыхание. Если ты дышишь правильно, то твои мышцы обогащаются кислородом, кислород поступает к мышцам, они меньше закисляются, и ты делаешь больше подтягиваний. Дышите правильно. Нужно дышать глубоко на каждом повторении. Медленные тренировки также поспособствуют увеличению количества подтягиваний, потому что задействуют медленные мышечные волокна. Что это значит? Что иногда ты должен проводить тренировки медленные, в прямом смысле этого слова, и делать все упражнения, в частности подтягивания на турнике, отжимания на брусьях медленно. То есть максимально медленно или даже зависая в каждой фазе. То есть вис, вис, вис. Сейчас покажу. Ну а еще расширяй свой нон-стоп. Чем больше подтягиваний ты делаешь нон-стопом, то есть не переставая, тем больше у тебя получится итоговая сумма раз. Допустим, ты делаешь 25 подтягиваний на турнике, и еще 5 раз с отдыхом в висе ты доделываешь, и в сумме у тебя получается 30. Все просто. Увеличь свой нон-стоп на 2 раза, и общее число возрастет на 2 раза. То есть старайся сделать без перерыва джук-джук-джук как можно больше раз, и потом уже ты сможешь повиснуть и сделать еще несколько раз. Увеличь нон-стоп, увеличится общее число подтягиваний. Научись чередовать разные мышечные группы. Если у тебя отказали в подходе руки, то смещай нагрузку на свою спину и продолжай подтягиваться. Разница в технике подтягивания сейчас посмотрим. Разница между этими двумя видами подтягиваний состоит в том, что когда вы подтягиваетесь с помощью мышц спины, то вы прогибаетесь в спине и тянете себя к турнику, пытаясь коснуться его грудью. Вот так вот.
Увеличению вашей выносливости, а значит и количество повторений в подходе поспособствуют суперсеты. Если вы сделали подход на максимум и чувствуете, что больше не можете подтянуться, вы слезаете и делаете более легкое упражнение, не отдыхая. Допустим, только что я делал обычные подтягивания на турнике. Я слез и без отдыха продолжаю делать австралийские подтягивания как добивку. Делаю также на максимум. Ну и как всегда, не все зависит только лишь от тренировок. Вы должны также питаться правильно или хотя бы не есть вредную еду и достаточное количество времени спать, потому что когда вы спите, вырабатывается гормон роста, ну или гормон прогресса, называйте как хотите, а все питательные вещества вы получаете напрямую с продуктов. Поэтому следите за тем, что вы едите и сколько часов вы спите. Если вы пренебрегаете хотя бы одним из этих правил или двумя, то есть мало спите и плохо питаетесь, то это способно свести все ваши результаты в ноль. Ну и самое главное, о чем следует всегда помнить, это настрой. Все дело в голове, не в мышцах. Насколько вы себя настроите, насколько крутое у вас будет психоэмоциональное состояние, насколько вы подойдете заряженный, злой, столько подтягиваний вы и сделаете. Если вы идете с таким настроением вялым, вы не сделаете много. Лично, когда я злой, я всегда делаю много подтягиваний. Вам нужно разбудить в себе зверя, не знаю, подумайте о чем-нибудь плохом, что вас разозлит, и втопите на максимум. Ну а если тебе интересен мой опыт и нужна помощь с построением индивидуальной программы тренировок, то открывай описание этого ролика и кликай по ссылке. Там все контакты для связи со мной. Просто напиши мне. Что касается меня, то сам я способен выполнить более 50 подтягиваний в одном подходе. И видео с моим результатом есть на моем Дзен-канале, где ты также найдешь дополнение к моим выпускам на YouTube в виде статей на тему тренировок со своим весом и здоровья. Поэтому переходи по ссылке в описании, читай статьи, смотри видео. Ну а я желаю тебе только прогресса.